Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. И сегодня я буду обсуждать такое достаточно значимое для меня событие. Это именно 2 года, как я нахожусь в саморазвитии. И вот, кстати, кто все эти 2 года меня сопровождал, так это была именно вот эта вот тетрадь, в которой я все и записывал. Скоро вам покажу, что в ней происходит, а пока я расскажу вам, что именно сподвигло меня именно к такому сильному толчку. Для тех, кто не в курсе и, может быть, не видел моих первых роликов на канале, там я поднимал тему такую, как отношения, как преодолевать, как правильно относиться к тем или иным вещам. И было, по-моему, несколько роликов, которые связаны именно теме расставания. Значит, в чем была, по сути, история, то что около 2 лет назад, там чуть больше, меня бросила девушка. И для меня это был тогда очень сильный удар, такой, знаешь, очень сильный был удар по самолюбию. И именно была точка, в которой я просто увидел то, что чего я по большому счету стою. И меня настолько это начало отвратительно, настолько мне было противно, что я был взбешен, я был очень зол на себя, правда. Действительно, я был очень сильно подавлен, но при этом еще больше зол, потому что я оказался в том месте, где я нахожусь. Чтобы вы понимали мое эмоциональное состояние, я сейчас вам прикреплю небольшой ролик, где вы просто посмотрите пару минут на меня. Итак, возвращаемся в эфир. В общем, что хочу сказать-то? На самом деле просто поболтать не с кем. Вот именно, я привык к тому, что постоянно есть девушка. И тогда, откровенно говоря, у меня была мотивация, это чисто когда выплеснуть, кому-то, значит, поделиться, чтобы не держать в себе. То сейчас очень повзрослел, я принял всю эту ситуацию, я отпустил всю эту ситуацию, сделал правильные выводы. И очень важно мне сейчас поделиться конкретно с тобой своим опытом. И, кстати, недавно, когда я сам только недавно посмотрел этот ролик, он длится 15 минут. Я посмотрел только 7. И вот знаешь, у меня было такое ощущение, что... Так, там какие-то вопросы я задаю, я такой, так ответ такой-то, а здесь ответ такой-то, а здесь такой-то. Чё ты, парень, чё ты, знаешь, вот такого сам себя по голове, я готов уже был погладить, объяснить то, что все не так плохо, и все намного лучше, и все намного проще, чем может показаться. Но это сейчас. И когда я просто это увидел, и, во-первых, кстати, насчет сливы эмоций, реально, чисто видео для сливы эмоций. Потому что я смог посмотреть 7 минут, потом я уже такой, все, хватит, уже столько негативного, уже столько всего, поэтому, нахер, короче. И весь мой путь саморазвития, по сути, написан именно в этой тетрадке. Допустим, чисто тетрадка, и мой путь к успеху написан. И давай я просто, просто-напросто рандомно открою какую-нибудь страницу. Значит, здесь сценарий развития ситуации на финансовый рынок и адаптация стратегии инвестирования. Да, то есть это из книги, если не ошибаюсь, про разумного инвестора. Давай что-нибудь еще пролистаю. Видео 8. Как влиять влиять на девушку. Секреты женской природы. Это было уже из курса «Обыкновенные парни». Идем дальше. Опять же, спасибо за этот день. Это у меня было каждый день по минимуму по 5 благодарностей я должен был писать. Я, кстати, тогда не очень долго продержался. Затем, еще книги из «Разумного инвестора», откуда я, кстати, беру и стратегии для своего инвестирования. Это так, особенно вкратце. То есть, почему я реально решил записать это видео, потому что у меня тетрадь закончилась. То есть, такая толстенная тетрадь, и я ее закончил за 2 года. Я, конечно, писал еще на телефоне, писал еще на каких-то других листиках. Но за 2 года, я, по сути, исписал всю эту тетрадь. И это, конечно, большой период. Это реально здесь много чего в этой тетради записано. И это классно. И весь этот процесс, он, правда, очень сильный, очень жесткий. Потому что, реально, я периодически встречаю друзей со своего класса. И они просто в шоке.
от того, как я сильно изменился. Вот буквально тоже недавно там знакомую, которую я там 4 года не видел, вот буквально там 2 слова поболтались, и она такая: вау, ты так изменился, типа это что-то невозможное. Понимаешь, и вот это, конечно, красота. Конечно, не для этого, но когда ты, знаешь, вот вкалываешь для себя, и работаешь, чего ты там пытаешься, такие первые шаги ты делаешь, а люди уже это подмечают и такие: вау, типа это настолько ты изменился. И ты просто понимаешь то, что да, ты на правильном пути. Ты делаешь все верно. Поэтому мой посыл в том, то, что вот эти 2 года, они перерастут просто-напросто всю жизнь. Обязательно. Это прям 100%. Вам политику видит. Офигенно. Вот. Поэтому, реально, я хочу с вами поделиться этой философией. То, что развивайтесь и двигайтесь вперед. Развивайтесь как не в себя. Конечно, не у каждого есть такой стимул, как ты, допустим, когда девушка бросила, и тебя это так сильно тронуло. Вот. Но самое главное, самое главное, неважно, какой это будет детонатор, по сути. Тебе важно, чтобы ты возненавидел ту ситуацию, в которой ты оказался. Именно не саму ситуацию, а то, что ты что-то сделал, то есть ты делал все те вещи, из-за которых ты оказался в этой ситуации. Должен возненавидеть этот момент, и ты просто должен сказать: блин, как я мог типа до этого докатиться, неужели я настолько ничтожный? Понимаешь? Это самое важное. Это самое-самое важное. Только от этого ты сможешь сделать огромный прыжок вперед. Все, всем спасибо за просмотр. Удачи и хорошего дня. Пока.